Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку. Приятного просмотра. На рассвете, тот субботний день, когда воздух был наполнен свежестью и легкой прохладой, Алексей, профессиональный велосипедист, отправился в долгожданную поездку по лесной тропе. Этот маршрут, петляющий через густой лес, обещал не только физическую нагрузку, но и уединение, возможность отвлечься от городской суеты. Алексей любил умиротворение природы, когда вокруг слышны лишь звуки ветра и пение птиц. Отправившись в путь, Алексей чувствовал, как его мышцы ритмично работают на педалях, а трасса под колесами скользит, петляя между деревьями. Он погрузился в эту поэзию движения, когда неожиданно из кустов раздался шум. Не успел Алексей разобраться, что происходит, как перед ним предстал бурый медведь. Огромный зверь, возвышаясь на задних лапах, смотрел на него с угрозой и настороженностью. Алексей мгновенно остановился, сердце его билось бешено, но разум оставался ясным. Он заметил рядом из кустов слабое шевеление, это был медвежонок. Маленький, раненый, он лежал в траве, явно нуждаясь в помощи. Стало понятно, что медведица защищала свое чадо. Видя угрозу не только себе, но и всем живым существам вокруг, Алексей не стал ждать, он медленно попятился, стараясь не делать резких движений. Когда расстояние стало безопасным, он развернулся и, не чувствуя усталости, помчался прочь к своему велосипеду, что остался чуть дальше по тропе. Добравшись до телефона, Алексей немедленно позвонил своему другу Дмитрию. Дмитрий работал в заповеднике, занимаясь реабилитацией диких животных, и знал все о медведях и их повадках. Алексей рассказал ему о случившемся, подчеркивая срочность ситуации. Дмитрий, выслушав друга, сразу принял решение. Действовать нужно быстро, чтобы спасти медвежонка и избежать опасности. Они договорились встретиться у лесной дороги, где Дмитрий уже ждал с оборудованием, в том числе с транквилизатором. Прибыв на место, они осторожно подкрались к месту, где осталась медведица. Дмитрий, используя свой опыт, смог удачно выстрелить дротиком с транквилизатором, усыпив медведицу, чтобы безопасно приблизиться к медвежонку. Подойдя ближе, мужчины увидели, что медвежонок действительно ранен, его лапка пострадала от пули охотника. Работая быстро, но бережно, Дмитрий оказал медвежонку первую помощь. Они доставили малыша в ветеринарную клинику, где ему была проведена операция. Медвежонок быстро пошел на поправку, на его лапки наложили шину. Алексей и Дмитрий были счастливы, что смогли спасти этого маленького обитателя леса. Когда медведицу проверили ветеринары и удостоверились, что она вышла из состояния транквилизации, пришло время возвращать медвежонка. Алексей и Дмитрий осторожно подсмотрели за тем, как медведица, проснувшись, взяла своего ребенка в зубы. Медведица, поняв, что ее детеныш цел и безопасен, ничего не высказывала против их присутствия. Они наблюдали, как пара медведей, мама и медвежонок, исчезла в глубинах леса, чтобы через какое-то время греться под защитой густых елей. Алексей благодарно взглянул на Дмитрия. Этот случай не только подтвердил их дружбу и профессионализм Дмитрия, но и напомнил, как важна забота о наших соседях по планете. Оба мужчины знали, что сделали что-то доброе и правильное. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.